Всем привет, с вами Дмитрий Белоусов. 90% проблем в товаре начинаются на пресс-форме. Сегодня я на фабрике, где при помощи пресс-форм производят разнообразные пластиковые изделия, корпуса для бытовой техники. И я вам покажу 5 точек контроля, где можно обеспечить лучшее качество для вашего товара, производимого в Китае. Я нахожусь на фабрике по производству пластиковых корпусов и сборке бытовой техники. Мы занимаемся всем в ОЕМ и ОДМ производстве, начиная от просчета проекта и заканчивая последующими документами при доставке в вашу страну, инспекциями качества и так далее. Пресс-формы очень важны для производства бытовой техники и многих товаров, в которых есть пластиковые компоненты. Если ваши товары литьевые снаружи или внутри, то вам пресс-формам. Вам надо разбираться, как они делаются, сколько они стоят и какие нюансы производства как самих пресс-форм, так и товаров из них. Про это и будем говорить в этом ролике. Сейчас я вам покажу, просто чтобы вы понимали, насколько большие бывают пресс-формы. Это не всегда некий небольшой квадратик. Вот здесь вот на этой фабрике собраны пресс-формы. Вы видите, какие они большие могут быть? И вот для этого всего требуется специальный металл, специальные марки, которые будут выдерживать определенное количество, там 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч циклов, для того, чтобы из него отпрессовывалась нужная форма корпуса, и при этом оно не попадалось еще и с браком. Большие пресс-формы. Смотрите, у меня в руках ТЗ. ТЗ на производство вот этой вот детали, которая только что опустилась сзади меня. Если вы не передаете фабрике ТЗ вот в таком вот виде, фабрика велика вероятность, что недостающую информацию додумает сама. То есть, конечно же, никто не знает все вот эти цифры, которые надо отобразить. Естественно, никто их не передает на китайском языке. И вот именно в нюансах передачи технического задания на китайскую сторону, в правильности отображения этого на китайском языке, в последовательности передачи данных кроется большая часть ошибок. Очень много людей считают, что все можно передавать на английском языке, все переведут, все поймут и так далее. Китайцы такие люди, которые, если чего-то не знают, даже в производстве могут немножко стесняться это спрашивать. Такая у них культура, которой 5000 лет. Поэтому немногие вещи могут подставлять или додумывать самостоятельно, если вы их не прописали, не задизайнерили, не сделали самостоятельно. Вот в таком виде, на китайском языке, чтобы произвелась правильная деталь, необходимо передавать. Если у вас не в таком виде, вы можете получить ошибки на выходе. Вторая контрольная точка – это марка стали, которая используется для производства вашей пресс-формы. Например, есть такая марка стали PH20, ну или PH20. Из нее делаются только внутренние детали, наиболее грубые, либо какие-то детали для производства мебели, в которых не требуется большое внимание к внешнему виду, к нюансам, к мелочам. Это наиболее дешевая сталь, и, например, делать из нее корпуса для бытовой техники уже нельзя, потому что качество будет недостаточное. Если же вы делаете корпуса для бытовой техники, обычно используется марка 718H, 718H или 736H. Это те марки стали, которые позволяют добиться необходимого гладкого вида внешнего для бытовой техники, который после этого может также еще и краситься. Ну а если вы производите какие-то детали, которые прозрачные, то тогда это вообще делается из марки 136. Из нее делаются наиболее требующие внимания и малейших деталей запчасти и части корпуса. Естественно, стоимость каждой марки стали очень сильно отличается, поэтому и стоимость матрицы для производства тоже будет сильно отличаться. Это все надо понимать, разбираться и требовать от фабрики производства матрицы из нужного вам материала и типа стали. Далее, третья точка – это правильная конструкция, охлаждение, вентиляция и выталкивание самой детали из станка. Большая часть брака не из-за рук, а из-за неправильной конструкции. Смотрим здесь. Здесь должна была быть полностью пролетая часть. Ну, как, например, вот здесь это сделано. Видно, да? Вот. Плохое охлаждение запчасти в станке
будет корабление. Плохая вентиляция, будет поджоги и недолив. Этому обычно всегда делается golden sample или золотой образец. Сначала он даже печатается на 3D принтере, потом первый раз запускается на станок. И это не просто какое-то фото в чате. Это реальный образец, который один остается у вашего агента в Китае, второй отправляется вам в вашу страну для того, чтобы вы могли посмотреть. Если это образец одной детали, значит одна деталь. Если это сборная бытовая техника, которая состоит из нескольких деталей, то тогда полностью собранная бытовая техника. Для этого вы можете либо приезжать в Китай для того, чтобы этот golden sample одобрить, подписать, опломбировать и потом по нему проверять партию, либо можете принимать его у себя в стране после отправки его вам. Мы не продаем обещания, мы продаем определенные артефакты работы. То есть каждый этап нашей работы, будь то образец, выездной аудит, инспекция и так далее, имеет четкие показатели, которые мы отправляем клиенту. Например, сейчас, снимая это видео, я приехал сюда по заданию одного из наших клиентов. Я отправил ему четко фотографию, я отправил ему несколько видео, что я здесь нахожусь. Я достиг всех необходимых договоренностей, и только после этого я пошел снимать ролик. То есть видно, что наша работа на любом из этапов проделывается. Следующая контрольная точка – это правильное выстроение всей структуры работы. Начать правильно – это не просто заказать форму и все готово. Начать правильно – это сделать вначале полный просчет проекта, полный просчет рисков, аудит необходимой фабрики, просчитать стоимость образца, финансовую схему, логистику, документы, полностью сформировать всю схему и только после этого приступать к работе. Именно так работаем мы. Скажу вам честно, наша компания не для тех, кто ищет выкуп под 0%. Мы работаем, мы показываем нашу работу, и она стоит определенных денег. Если экономить на всем, если все везде сравнивать и переделывать, с той точки зрения, как это видит клиент, который не сильно ориентируется в работе с Китаем, как правило, это приводит к каким-то ошибкам. За ошибки потом надо платить. И плата за эти ошибки выходит чаще больше, чем стоимость наших услуг. Поэтому проще изначально оплатить стоимость нашего, так скажем, отдела по производству вашего товара на аутсорсинге, чем потом платить за брак и исправление этого брака. Вот за моей спиной один из самых больших станков на этой фабрике, и, возможно, и в Китае по производству литьевых пластиковых изделий. Вес этого станка, одного только станка, 2688 тонн. И он может производить изделия из пластика весом до 40 килограмм. У нас довольно большая матрица, давайте на ее примере посмотрим, что в матрице вообще есть, кроме металла, да? Смотрите, вот эти вот шланги, это шланги охлаждения. По ним двигается жидкость, и она используется для охлаждения вот этой матрицы. Вот здесь вот подается электричество для того, чтобы равномерно прогревать матрицу и материал, который проходит через нее, чтобы он равномерно запекался. Поэтому, матрица — это такая довольно сложное инженерное изделие, в котором необходимо и правильно обогревать его, подогревать и правильно охлаждать, для того, чтобы не просто там что-то лишь бы как запеклось и получилось, для того, чтобы оно в правильной последовательности, с правильной температурой запеклось, охладилось и так далее. В целом, есть у меня даже определенный список вопросов, которые я хотел в этом ролике осветить. Но, поскольку я сегодня все-таки не на фабрике по производству матриц, а на фабрике по использованию этих матриц, я вам этот список немножко зачитаю. Вот. И если вы подпишитесь, поставите лайк, то тогда, я думаю, в следующий раз с этой же фабрикой, чуть позже, по ходу продвижения данного заказа с клиентом, я поеду уже на фабрику по производству матриц, и там уже с инженером по матрицам пройдусь более точно по вопросам. А вопросы у нас будут следующие. Как определить, из какой марки стали сделана матрица? Как это подтверждается? Ресурс формы в циклах под необходимый клиенту материал. Какая литниковая система и почему выбрана именно она? Как сделано охлаждение и где есть риск корабления, есть он вообще или нет? Вентиляция, где она предусмотрена, как она сделана? Какие критические размеры, как и чем они измеряются? Т0, Т1 и сколько итераций правок заложено, что считается приемкой матрицы? Сроки, что считается стартом и что считается готовностью? Упаковка образцов, кто отвечает на стороне фабрики, как выглядит ритм отчетности. Вот такой список вопросов мне подготовили
наши специалисты компании, чтобы я вам их осветил, но это будет у нас в следующем ролике. Смотрите, вот здесь вот можно посмотреть, сколько секунд уходит на производство одной детали. Вот это вот количество секунд, 69 секунд. Спустя 69 секунд нам сюда попадает вот такая деталь. Так, она еще горячая. Это у нас корпус для диспенсера воды, скорее всего. Его сейчас будут проверять, отламывать вот эти штучки. Если хороший, если он прошел проверку, запаковывать в пакетик вот так вот. Если плохой, выкидывать вот туда. Вот здесь, кстати, на станках написано, сколько тонн весит станок. Вот этот станок весит 600 тонн. Поэтому у него модель КМ600КК. Спрошу, каким образом получается цвет в пластике. Тоже часто такие вопросы задаются. 我想问一下，就是 ABS? Это PP. Это пластик PP. Сейчас посмотрим внутри, чтобы вы понимали размер этой матрицы. Я тут повалил немножко. То есть, вы видите, вот эта вот вся металлическая часть, это все матрица. Вот она такая большая, вот он с нее снял. Вот эта вот матрица производится, ну, где-то около 2 месяцев. 做这个模具是不是也要2个月？ 那个一个40天左右啊。 Такая матрица делается 40 дней. Итак, мы себе запомнили, 40 дней, 15 юаней за одну штуку изделия, которое выплавляется на этой же прямо фабрике, и 50-60 тысяч юаней стоимость. Идемте дальше. Сейчас мы тут все найдем. У нас производятся тоже какие-то детали для корпуса, для диспенсера воды. Более-менее большие. Честно, я раньше был там, где делаются в основном маленькие изделия из пластика. И я их видел уже сотни раз. Давайте посмотрим на такое изделие. Еще горячее. И немножечко мягкое. Еще не застыло. Смотрите, для производства матриц используется разный материал. В зависимости от того, где и как будет использоваться пластиковая деталь. Находится ли она внутри изделия, снаружи изделия. То есть, допустим, она прозрачная, или цветная, или это мебель. Там есть разные виды металла, которые позволяют достичь разного, так сказать, внешнего вида этой детали корпуса. Вот. И стоимость этих металлов довольно-таки сильно тоже отличается. Для того, чтобы поднимать и передвигать эти матрицы, используется вот такой вот станок, такой вот кран, который двигается. Обратите внимание, вот идут рельсы, он двигается по территории всего цеха, потому что иным образом такие матрицы просто не передвинуть. Все, что я видел раньше, это какие-то небольшие матрицы, которые, в принципе, можно и руками поднять. Сложно, но можно. По 30-40 килограмм. Только таким образом передвигать можно. Поэтому, если вы хотите пройти этот этап производства в Китае без рисков, то обращайтесь на наш сайт, оставляйте заявку. Пишите как можно больше подробностей про ваш проект. Бюджет, количество, объемы, какой товар. Какие наработки в плане дизайна у вас уже есть, мы вам поможем просчитать под ключ этот проект, сказать, какие там есть возможные риски, сделать под вас как финансовую, так и логистическую схему и полностью обеспечить, чтобы вы могли перед приступлением к этому проекту понимать, сколько это будет стоить, какие у вас будут риски и так далее. Именно так мы работаем. На этом я буду прощаться. С вами был Дмитрий Белоусов, компания Easy China Business. Из города Фошань, где я был на фабрике по производству довольно больших пластиковых изделий из матриц. Отливка. Давайте, пока.